«Привет, Эйяр Эмуай». Атмосфера в тот вечер была другой, тишина, тяжесть, но в то же время неописуемое напряжение. В тусклом свете и холодном воздухе, проникающем сквозь окна студии, Чингук наконец собрал всю свою храбрость. Его взгляд упал на Тэхёна, и в долгом молчании его губы слегка задрожали, прежде чем вырвалось хоть одно слово, которое он никогда не ожидал услышать. Тэхён замолчал, широко раскрыв глаза, словно время остановилось между ними. Не было камер, не было зрителей. Только два сердца, которые пытались оставаться сильными, чтобы в итоге разбиться в такой хрупкий момент. И с этого момента их отношения уже никогда не были прежними. Тэхён застыл, словно пытаясь понять смысл слов Чингука. Комната, которая раньше казалась просторной, вдруг стала тесной, словно стены сжимались от напряжения между ними. Дыхание Чингука было тяжелым, словно он нес бремя, которое скрывал за улыбками и шутками. Тэхён хотел заговорить, но голос застрял в горле, сдавленный шоком и страхом перед ответом, который мог последовать дальше. «Я устал притворяться сильным», — тихо, но достаточно четко произнес Чингук, чтобы пронзить сердце Тэхёна. Каждый слог звучал как долгожданное признание. Чингук опустил голову, словно боясь увидеть реакцию человека, который был его убежищем. Тэхён сжал руки, пытаясь подавить дрожь в груди. Годами их всегда видели смеющимися вместе, демонстрирующими профессионализм и поддерживающими образ крепких друзей. Но за кулисами все было не так радужно. Существовала эмоциональная дистанция, которая никогда не выражалась, дистанция, порожденная их занятой жизнью, давлением и неспособностью честно говорить о своих чувствах. Тэхён глубоко вздохнул. «Почему ты не сказал мне раньше?» Тихо спросил он. В его голосе не было гнева, а скорее боли и сожаления. Чингук горько улыбнулся. Улыбка, которая редко появлялась на его лице. «Потому что я боялся, если бы я был честен, все бы изменилось», — ответил он. Эти слова эхом отозвались в голове Тэхёна. Он понял, что за сегодняшней смелостью Чингука скрывался страх, долгое время живший в тишине. Страх потери, страх разрушить отношения, страх стать обузой для того, кто ему так дорог. В ту ночь они оба были совершенно эмоционально открыты. Тэхён подошел, но его шаги были медленными. Словно он боялся задеть осколки разбитых чувств, которые начали разлетаться между ними. «Ничего не изменится, пока мы наконец не признаемся», — тихо сказал он. Но в глубине души он знал, что эти слова не совсем правдивы. Честность иногда может исцелять, но она также может оставлять раны. Чингук посмотрел на него. Его обычно энергичные глаза теперь выглядели усталыми и влажными. «Я чувствую себя одиноким, даже когда мы вместе», — сказал он. Эти слова заставили Тэхёна на мгновение замереть. Не потому, что он не понимал, а потому, что наконец осознал, возможно, он тоже сыграл свою роль в одиночестве Чингука. Воспоминания нахлынули. Моменты, когда они отдалились друг от друга без видимой причины. Затянувшиеся разговоры. Неотвеченные сообщения. Смех, который казался обычным, но пустым. Все это теперь обрело новый смысл. Не потому, что они изменились, а потому, что слишком долго скрывали свою искренность. Тэхён опустил голову. «Прости. Может быть, я слишком сосредоточен на себе», — тихо сказал он. Чингук покачал головой, отказываясь винить кого-либо. «Нет, Хён, а это не твоя вина. Это наша вина, потому что мы слишком смелы на сцене, но слишком трусливы внутри». Эта фраза заставила их обоих усмехнуться, но смех был полон грусти. Они осознали иронию происходящего, два самых близких человека, и в то же время те, кому труднее всего было сказать простую вещь, что им больно. На улице мягко дул ночной ветер, словно став свидетелем самого хрупкого момента в их отношениях. В студии, обычно наполненной музыкой, теперь царила тишина и слышны были лишь прерывистые вздохи. Не было ни мелодии, ни гармонии, только искренность, которая, наконец, осмелилась зазвучать.
Тэхён поднял голову, глядя на Чингука глазами, которые начинали наполняться слезами. «Ты не один», — твердо сказал он, хотя голос его дрожал. «Если ты упадешь, позволь мне быть первым, кто тебя подхватит». Слова были простыми, но полными тепла. Чингук сдержал слезы. «Я боюсь быть обузой», — сказал он. Тэхён покачал головой. «Тяжелое бремя ощущается только тогда, когда его несут в одиночку. Но если мы несем его вместе, оно перестает быть бременем и становится частью пути». Снова воцарилась тишина. Но на этот раз тишина не пугала. Постепенно нарастало чувство облегчения. Впервые за долгое время они не прятались за ролями, образами или ожиданиями. Тэхён сел рядом с Чингуком. Их плечи соприкоснулись, и из этого легкого прикосновения возникло тепло, которого так долго не хватало. Не было ни крепких объятий, ни драмы, просто искреннее присутствие, и этого было более чем достаточно. «Спасибо, что наконец-то заговорил», — сказал Тэхён. Чингук медленно кивнул. «Спасибо, что все еще слушаешь». Они смотрели друг на друга, и на мгновение казалось, что внешний мир перестал иметь значение. Но под этой смелостью скрывался вопрос. Останутся ли их отношения прежними после сегодняшнего вечера? Залечит ли честность, или откроет новые раны, которым ни один из них не был готов? Тэхён глубоко вздохнул, словно собираясь с духом, прежде чем снова заговорить. «Что бы ни случилось после этого, никогда ничего не держи в себе», — сказал он. Чингук кивнул, хотя в глубине души понимал, что предстоящий путь будет непростым. Та ночь была не концом, а началом, вероятно, долгого процесса. Процесса понимания, принятия и прощения самих себя. Они не знали, куда приведут их эти чувства. Но одно было ясно — больше не будет притворства. На улице небо начало полностью темнеть. Город спал, но их эмоции все еще были живы. Чингук на мгновение откинул голову назад, закрыв глаза, словно желая насладиться новорожденным спокойствием между ними. Тэхён молчал, но это было теплое молчание. Боль была, да. Были слезы, которые еще не пролились. Но под всем этим скрывалась маленькая надежда. Надежда на то, что их отношения, какими бы сложными они ни были, еще могут развиваться. Тэхён смотрел в окно, залитое отражением городских огней. «Знаешь, я тоже боялся», — сказал он. Чингук открыл глаза и посмотрел на него. «Боялся потерять тебя, потому что мы слишком долго шли в молчании». Это признание лишило Чингука дара речи. Он не ожидал, что их страхи будут одинаковыми, просто будут храниться в разных местах. Впервые они почувствовали себя на одной стороне. Не как противники, а как две души, борющиеся за выживание. Та ночь показала, как одно предложение может потрясти отношения, но не разрушить их, а пробудить осознание того, что они все еще люди, которым нужно пространство для чувств. Не было никаких однозначных ответов о будущем. Никаких преувеличенных обещаний. Было лишь желание начать все сначала с самой честной точки. С сердца, которое когда-то было хрупким, но теперь достаточно смелым, чтобы говорить. Тэхён слегка улыбнулся. С сегодняшнего дня не позволяй своему сердцу говорить в одиночку. Чингук ответил улыбкой, хотя все еще был окутан эмоциями, которые было трудно распутать. Но он знал, он больше не одинок. Был сделан маленький шаг. И хотя мир, возможно, никогда не узнает, что произошло той ночью, для них этот момент стал поворотным. Моментом, когда честность наконец-то оказалась сильнее страха. В их сердцах была рана, раскол, но также и новая смелость. И, возможно, именно из этого раскола они познали истинное значение близости. Ночь закончилась без драматических объятий и слез. Но они оба знали, их отношения действительно изменились, не потому, что они были разрушены, а потому, что теперь они основывались на той честности, которую они искали.
В конце этой истории мы узнаем, что смелость не всегда видна на сцене. Иногда смелость рождается в тишине, когда два сердца наконец осмеливаются быть честными друг с другом. Чингук и Тэхён показывают, что крепкие отношения — это не отношения без боли, а отношения, которые выбирают путь выживания, даже если они полны страха, сомнений и слез, которые не всегда видны миру. Та ночь, возможно, потрясла их, но именно там они открыли для себя смысл присутствия, смысл умения слушать и смысл безусловной заботы друг о друге. Потому что в конце концов, дружба, единение и честность всегда будут причиной, по которой они будут двигаться дальше, что бы ни случилось. И для нас этот момент не просто история, это напоминание о том, что каждое чувство стоит выразить, пока не поздно.